неожиданно. Цены растут, ужас, но там не так уже хорошо, наверное. Да, кто вообще подумал, что у Коста-Рики и Мексики много общего. Ладно, друзья, пришло время наконец-то записать уже этот подкаст про Коста-Рику. Не прошло и месяца, точнее, прошло уже 1,5 месяца с того момента, как мы покинули Коста-Рику и приехали в Мексику, где мы сейчас и находимся. Многое поменялось с того времени, как моя прическа, например, мой ноутбук, но сегодня, наконец-то, я поделюсь с вами теми самыми эмоциями, советами про эту чудесную, прекрасную страну. В интернете уже есть множество разных статей про то, что увидеть в Коста-Рике, какие там достопримечательности, какие советы, что делать, чего не делать. Сегодня я хочу прочитать некоторые с этих советов и дать свое оценочное мнение на их счет. Номер 1. Коста-Рика не такая дешевая, как люди говорят. О да, я не знаю, кто говорит, что Коста-Рика дешевая, Коста-Рика не дешевая. Тем более, если ехать в эту страну после Колумбии, ужас. Это огромный удар по вашему кошельку. Если лететь после Бразилии, я думаю, не ощутите никакой разницы. Я думаю, цены на уровне европейских стран. Но единственное отличие заключается в том, что входы во все национальные парки, водопады, вулканы, что-либо связанное с природой, будет стоить вам $15. Это такая фиксированная сумма. Можете платить в долларах, можете платить в местной валюте, как вам удобно, но нужно платить. Скажешь привет? Не скажешь привет? Таня не хочет с вами общаться сегодня. О чем я говорил? Вот, про цены. Цены в супермаркетах тоже отличаются от среднестатистических латиноамериканских цен, но есть одно но. Можно найти прекрасное блюдо, которое называется касадос, и, как правило, оно стоит $5. Им можно наесться на целый день. Что же мы делали? Мы ели в таких ресторанах, как правило, обедали. Мы покупали какой-то касадос, и потом ели фрукты, овощи и просто какие-то вещи из супермаркета. Потому что у нас, к сожалению, не было кухни. Об этом я уже рассказывал в видео. Посмотрите видео, там где-то будет видео. Так что да, Коста-Рика не дешевая страна. Я думаю, все из-за того, что Коста-Рика очень сильно зависит от туризма. Туда приезжает очень много людей. Каждый готов, может не с радостью, но готов заплатить приличненькую сумму за эмоции. Вот, за туры и за аттракционы. Приятными были цены на автобусы. Как правило, мы платили $10 за переезд с центра страны до одного из берегов, что подводит нас к второму пункту. Коста-Рика на самом деле больше, чем кажется. Ты смотришь на карту, кажется, что вот туда ехать до одного берега 3 часа, до второго вообще рукой подать, но нет, друзья, все не так просто. Меня предупреждали, что есть такая проблема, я не знал почему и узнал. Вот одно из видео, которое наглядно показывает, что в Коста-Рике существует проблема с пробками, с машинами, и дороги очень узкие. И если там впереди едет какой-то грузовик или, не дай боже, случилась какая-то авария, все, вы опоздаете. Опоздаете на все свои самолеты. Я часто читал, что люди не советуют арендовать машину. Одно дело ехать в автобусе 5 часов. Да, можно поспать, там, посмотреть фильм, тебя укачает, потом ты проклинаешь все на этом свете, потом снова поспать. Такой вот обычный день в автобусе. Но когда ты за рулем, я думаю, все намного сложнее. Тогда нужен будет отдых от такого отдыха, вождения. И если вы думаете, что арендовать машину будет дешево, нет. Мы встретили испанцев, которые арендовали машину, и заплатили они, по-моему, долларов так 300 за неделю. Вот, и это без страховки. Еще $200 за страховку. Так что $500 нужно будет выложить за машину. Жилье тоже достаточно дорогое, но можно найти достаточно дешевые варианты, такие как мы нашли. В этом всем рассказано вот в этих вот видео. Еще здесь информация, что воду с крана пить можно.
удивительно, потому что в Мексике, в Бразилии не рекомендуется такой опыт, хотя в Колумбии, в Боготе можно было пить воду с крана. Не знаю, кому будет полезна эта информация, но теперь вы знаете. В Коста-Рике может быть холодно. Может быть холодно, хотя страна и маленькая, кажется маленькой. Вот, а там очень много разных климатических зон. До поездки я знал, что побережье, сейчас скажу вам, Тихого океана, оно такое сухое, когда побережье Атлантического океана или Карибского моря, оно такое более влажное, там джунгли краше и там деревья выше. Теперь вы знаете, что погода может отличаться по всей стране очень сильно. И когда мы поехали в Ля Фортуну, город, который находится в горах, там было достаточно прохладно. Хотя на море, в Кауите, было очень жарко. Это все произошло буквально за несколько дней. Следующий пункт. Везде принимают доллары. Да, принимают доллары. И совет вам, если вы платите картой, а не наличными, просите, пожалуйста, платить в местной валюте. Почему так? Потому что долго объясняй, короче, платите в местной валюте. И особенно, когда снимаете деньги в банкомате, тоже выбирайте конвертацию через местную валюту, чтобы не платить больше денег. Хотя иногда я случайно выбираю доллары, когда мне уже лень читать на этом банкомате, но так не делайте. Можно сэкономить до $10 иногда просто на правильном выборе конвертации. Коста-Рику можно посетить в любой сезон, даже в сезон дождя, и хорошо провести время. Да, именно. Особенно приезжайте в сезон дождя, потому что дождя там почти нет. Или нам так повезло, его не было. Мы были там в такие вот даты, не помню, когда это было, 2 месяца назад. И дождь шел иногда. Иногда, когда шел, и шел очень так хорошо, мог идти несколько дней, но не было жарко. Это плюс, это огромнейший плюс, не было жарко, потому что перед этой поездкой мы были на побережье Карибского моря, и там было просто невыносимо жарко. Так что в сезон дождя можно посещать эту страну не только из-за температуры, но и из-за того, что цены ниже. Неожиданно. Конечно же, цены ниже, так что если вам все равно, когда ехать в эту страну, езжайте не в сезон. Иногда вы можете пропустить какие-то, скажем, фестивали или важные события, как карнавал в Бразилии, но вы сэкономите много денег. Тем более во время карнавала совершается очень много преступлений, и это вообще не лучшее время посещать эту страну. Цены растут. Ужас. Ленивцы не повсюду. Да, там есть ленивцы, но их мало. И даже когда вам скажут, вот, смотрите, ленивец, вы его не найдете. Их почти невозможно увидеть. Пока мы жили в экоцентре, в Ля Фортуне, несколько раз нам говорили, что вот на этом дереве есть ленивец. Даже нам давали этот телескоп такой увеличительный, я не знаю, как это называется, такой телескоп словом, земной телескоп. Говорили, вот там вот ленивец, смотрите, их невозможно увидеть. Невозможно. Так что, да, если вы приедете в страну вот специально видеть ленивцев, это у вас получится только с гидом и в отдельных местах. Потом мы увидели видео, где ленивец переползал через дорогу, и полицейские остановили движение, чтобы он мог себе перелезть. Но вам должно очень сильно повезти, чтобы вот вы так увидели себе ленивца. Следующий. В Сан-Хосе не так уж и плохо. Да, но там не так уж и хорошо. Видео тоже есть. Сан-Хосе не так уж и плохо, но если вы хотите узнать, что такое Коста-Рика, о которой все так рассказывают и говорят, так хвалят, езжайте к побережью или езжайте в другие города, но не в столицу. Там дешевле, это правда. Там можно остановиться, как мы сделали, на несколько дней, чтобы посетить разные места, но в самом городе делать нечего. Много людей говорят на английском. Наверное. Я даже не знаю, потому что через неделю нашего путешествия по Латинской Америке мы уже перестали использовать английский с людьми на улице. Лучше уже на каком-то испанском, португальском общаться, но знать, что вас поймут, чем пытаться объяснять на английском, потом опять на испанском. Так что не знаю, потому что все время мы разговаривали на испанском.
но, наверное. В Коста-Рике темнеет в 6 вечера. Да, всегда темнеет в 6 вечера, солнце заходит рано, поскольку страна находится возле экватора, что, скажу вам, логично. Круглый год солнце встает и заходит в одно и то же время. Такое вот преимущество и недостаток такого места расположения. Иногда грустно, что у вас так мало времени на то, чтобы увидеть страну, на то, чтобы погулять, но к этому можно привыкнуть, если вставать, как мы это делаем уже этот 7-й месяц, вставать в 5 или 6 утра с восходом солнца и наслаждаться первыми лучами, ложиться спать с заходом солнца, ну, скажем, часов 10. Да, ну, как плюс, солнце встает тоже в 6 утра. Так что у вас есть целых 12 часов солнечного света. Не всегда в Европе такое происходит, особенно зимой. В Коста-Рике немного общего с Мексикой. Да, кто вообще подумал, что у Коста-Рики и Мексики много общего? Нет, немного. Каждая страна, в которой мы были, это Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, очень сильно отличаются. И я вам скажу, каждая страна очень сильно удивляет. Глупо думать, что вот мы поехали в Мексику, вся остальная Латинская Америка будет такой же. Нет. И это хорошо. И это прекрасно, друзья. Я думаю, что страны, которые будут более-менее похожи в Латинской Америке, это Венесуэла, Колумбия, Эквадор, потому что они раньше были одной страной, но Коста-Рика и Мексика не похожи. Не ленитесь, поедете в обе страны. В Коста-Рике нету армии. Да, нет армии, зато есть полиция. Так что вы будете в безопасности. Ой, закончились советы на этом сайте. Пойдем на другой сайт. Здесь 50 вещей, которые нужно знать про Коста-Рику. Наверное, закончим статьями. Скажу вам, что я думаю про эту страну. Сейчас я занимаюсь испанским, и у меня преподаватель из Коста-Рики, он меня вот буквально вчера спросил, как ты думаешь, почему Коста-Рика такая популярная? Вот, я думал, да, почему же, там вроде не дешево, и природа классная, но в Колумбии и Бразилии тоже очень много красивых мест, в Мексике тоже. Но, как для своего размера, в Коста-Рике очень много достопримечательностей, то есть, будучи, скажем, в Сан-Хосе, какой бы он ни был, в Сан-Хосе, с этого города можно поехать и увидеть как минимум 2 вулкана. Потом можно поехать за несколько часов на один берег, на другой берег. Можно поехать на еще несколько вулканов. И еще, думаю, что отличает эту страну, это безопасность. Там намного безопаснее, чем в соседних странах. Вот. И да, если вы хотите почувствовать латиноамериканский вайб, увидеть красивых животных и насладиться природой, и при этом не рисковать своей жизнью, Коста-Рика вот просто открыта для вас. Я думаю, это страна для семейного отдыха, и этим все сказано. То есть, если вам не хочется думать, куда идти, куда не идти, что делать, какие места избегать, Коста-Рика – ваш вариант. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать про эту чудеснейшую страну. Надеюсь, что было полезно и интересно. Напишите внизу, если вас что-то удивило или какой-то факт вам особенно понравился. Мне будет интересно прочитать ваши комментарии. На этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео и до встречи.